Доброе утро, Сэм. Плохие сны к плохим событиям. Чего ты пришла? Не хочешь криптобиота? Криптобиот на ужин и зонтик не нужен. Какой кремлебой, женщина? Иди готовь мне картошку с котлетами. Сморила, да? Блин, на какую же игру сделать обзор? Было бы интересно, если бы эта игра была похожа на мою жизнь. Здравствуйте, товарищи. Как нельзя, кстати, выбрал игру, напоминающую о моем счастливом детстве, которое было одинаково у многих ребят и состояло из теплых холодных воспоминаний о папском труде мужчин-трудоголиков, взявшего обещание погулять со своим наследием в теплую зимнюю ночь. Естественно, прихватив с собой с лестничного пролета санки, которые, к слову, были соседские. Именно такие вы просили купить в детстве санки. Ведь раньше у всех детей был фетиш на санки. Модернизированные санки, санки со спинками, санки с удобствами, с отполированными ножками и мягкой сидушкой, со встроенным DVD-проигрывателем и мини-холодильником под задницей, совмещенный вместе с калоприемником. Так вот, будучи ребенком, санки возить вы не любили, как гласила русская пословица, но с другой стороны, любили, когда вас кто-то катал. Вот так же я любил, когда мой отец катал меня после работы на санях в любое время дня и ночи, в любую погоду, при любых обстоятельствах. А жил я в то время в городе, и катая меня поздней ночью за пару часов до будильника, предвещающий начало рабочего дня, мой отец ловил взгляды проходящих мимо людей. Все думали, что сумасшедший тащит ребенка такой поздней ночью, небось опять за пивом идет. Но мало кто знал, что прерогатива данного занятия принадлежала лично мне. Шучу, конечно, это будет серьезный обзор на серьезную игру, всякие факты, интересные пасхалки. Мне надоело тащить этого маленького пиздюка у себя на спине, поэтому я решил сам покататься на санках. Впрочем, так бы сделал любой адекватный мужчина. Ну, кто захочет нести вот эту тележку с каким-то дармоедом, который постоянно кричит? Я представляю, что вот на этой тележке сидит именно некий дармоед, так сказать, как я уже в принципе сказал. Просто решил это подчеркнуть. И вот я сажусь на санки веселый и поехали, поехали. Надеюсь, с этим дерьмоедом, который находится у меня за спиной, будет все в порядке. У-ху! Словно болит Формула-1, я стремительно спускаюсь с этой горы, преследуя лишь одну единственную цель, но старость, как говорится, берет свое, хочется немного отдохнуть в теплом месте и посозерцать природу вокруг, а не только лишь тащить свое бремя к роковой горе. Заняв прекрасное место, с которого открывает замечательный вид, вы, как взрослый мужчина, делаете единственное верное решение, именно насладиться напитком, за изобретение которого вы каждый день даете благодарность своим богам. Но ваше чадо, сидя нетерпеливо на санках и потихоньку замерзает так же быстро, как исчезает их кураж в связи с тем, что вы остановились и занимаясь тем, чего не любят дети, так как и мне с 16 лет, чтобы отведать сие изобретение. Вы, как настоящий отец, даете обещание своему ребенку бросить тотчас же эту гадость, никогда не пить, отправляйтесь в свой посрединочный поход дальше. И вот на горизонте виднеется единственный ларек в вашем районе, работающий 24 часа в сутки. Эх уж, там-то я куплю то, зачем шел в пургу минус 28 градусов. Ебай. Но к великому сожалению, оказывается, что в связи с пургой интернет не работает, а следственно и терминал для оплаты по карте. Я не имею возможности купить что-либо в данном случае. Груз доставлен. Показываю оценку работы.
Но встречая давнего друга, который преследует те же самые цели темной ночью и тоже приперся с ребенком, он говорит: слушай, давай ты покатаешь моего сына на своих санях, а то мои кто-то упер из подъезда сегодня, а я тебе куплю бутыль. Разумеется, вы соглашаетесь, вам теперь идти в обратную сторону с надеждой на на светлое будущее. А соседского ребенка можно закинуть по пути домой, и вот вы, одинокий папаша, идете с огромными сумищами, везете 2 детей на своей спине и на тележке, ой, на санях, простите. А эти дерьмоеды милые вас сзади подгоняют, такие: давай быстрее, бля, пошел! И вы надеетесь только на то, чтобы у них в руках не было хлыста, вот и все, чего вы хотите. А на самом деле это ваша ночная смена. И все, что вам нужно, это с одного склада перенести на другой пару коробок Клинского и Балтики. Но так как ваша гуляющая жена снова пошла в клуб с подругами, вы, как настоящий мужчина, берете заботу о ребенке на свои тяжелые плечи, идете вместе с ним на ночную смену, говоря начальству, что это ваш счастливый талисман, который вы взяли с собой, чтобы в этот раз точно не уронить ни одной коробки с бутылками, ибо в прошлый раз вам обещали, что если подобный инцидент повторится, то вас уволят столь же громко, как Александра Сарафанова. Наблюдая за пролетающими мимо огоньками, сидя в огромнейшей вам не по размеру шубе, вы тихонько сидите сзади и наблюдаете, как ваш батя с пакетами Клинского в одной руке и соседским мальчиком в другой, а также веревкой от саней на поясе, отморозив последние яйца, старается как можно быстрее вернуться домой в надежде успеть на примечательный разговор с Анфисой Чеховой. И да, пусть этот эфир уже в повторе идет каждый год, но все равно пропустить такое никому не хотелось бы после, ведь этого как раз начинается идущий в том же повторе тайный дневник девушки по вызову, который, будучи мальцом, бывало подсматривали из-за угла так, чтобы никто вас не заметил, а потом радостно возвращались в свою колыбель, увидев нечто невообразимое. Еле держа в руках равновесие свой, ваш батя роняет соседского мальчика, но все-таки держит бутылки в руке. Но все проходит как нельзя лучше. Соседский мальчик остается там, где ему нужно, а вы остаетесь в тех же санях, которые только что перелетели через спину бати. И вот ваш батя видит вдалеке такси и пытается вручить бутылку, так как нет наличных средств у него в кармане, но не получается. Таксист хочет везти батю, но ребенку на заднее сиденье он брать не хочет, боится за испачканное сиденье. Попав в незнакомый район, ваш батя решает все-таки пройти через него, что, конечно же, будет являться несомненной ошибкой. Ведь он забыл вас рядом с таксистом. Ну что ж, вам повезло, и ваш отец вспомнил вас, к вашему счастью, поэтому он вернулся и нацепил эту веревку с санями обратно. И вы надеетесь, сидя сзади, что он больше никогда не отпустит эту странную веревку ни при каких обстоятельствах, потому что в тот момент вам было страшно, ведь тот таксист уже начал открывать багажник и звенеть бутылками, как бы освобождая место для чего-то другого в своем багажнике. Потихоньку отходя от стресса и восстанавливая свой ровный пульс, вы начинаете замечать, что ваши сани немножко съехали с дороги. И немного нагнетая данную ситуацию, кричите, что из сил держать своими маленькими руками за хлипкие поручни ваших санок, которые уже практически отваливались из-за постоянной нагрузки на них. Блять, меня теперь уволят! Недовольно кричит ваш отец. Но слава богу, доски под вашей жопой все еще не провалились, и это самое главное. С вами все в порядке. Решив немного отдохнуть от суеты, вас вместе с уцелевшими бутылками берут на руки и начинают играть те счастливые мотивы, которые вы учили на зоне, знаменовавшей счастливую молодость. И вам это, конечно же, нравится, ведь это одни из немногих моментов, которые запомнились вам с вашего счастливого детства. Одиночный оркестр Мариинского театра закончил свою работу. И в этот момент вашему бате звонит ваш сосед, спрашивает, все ли в порядке с его мальчиком.
Ваш батя отвечает: да, дружище, с ним все в порядке, я принесу его в целости и сохранности. И как настоящий мужчина, осматривая все вокруг, собирает все то уцелевшее, что осталось, донести до соседнего склада. Ведь это работа не из легких. Ведь вокруг много бомжей, которые хотят позариться на ваше имущество. Чужие районы всегда были опасны. И увидев мыло спереди, которое лежит, ваш батя решается его подобрать. Но не тут-то было. Какой-то мудак подошел сзади, и вы поскользнулись на мыле. Что ж, данная ситуация знаменует начало нового дня. Осмотрев маркировки товаров, я вдруг понял, что из целого осталось только 2 книги для врача и горного узла. И передо мной предстала картина во всей своей ужасающей красе. Мне вдруг стало по-настоящему страшно, ведь я мужик, кормилец своей семьи, и никто мне в этом деле не помощник. Я должен собрать все свои силы в кутак и, наполнившись решимостью, больше не падать. Но не падать было единственной задачей, с которой должен был справиться так же легко, как Геркулес со своими подвигами. Но, как оказалось, после наполовину выпитой фляги спиртного идти ровно было не из легчайших задач за последние пару лет. Перманентная старость, помутневший рассудок после утреннего борща, а также тяжеленные санки брали свое, и, решив облегчить себе задачу, я, аки Жирдунас Савицкас, погрузил соседские сани, доставить обратно который было долгом чести, к себе на спину, ведь теперь там не было большей части спиртного. Разбитые бутылки я по-братски оставил алкашам в чужом районе. Нагибаться лишний раз за осколками мне под угрозой очередного периода не хотелось. И вот я в очередной раз оставил книги. Это были последние части груза, которые я повредил. И увидев легкую возможность перейти дорогу, я воспользовался пешеходным переходом. Но вот незадача, как и многие обманные переходы, он перевел меня через дорогу в никуда. И все, что мне оставалось делать, это искать пути выхода из данного дерьмища, в которое я наступил, и просто прыгать во все стороны. Оказалось, у меня есть еще лишний груз в моем кармане, поврежденный на 98%, и это была единственная моя надежда на светлое будущее. Я не должен был никого подвести, и доставить этот груз стало моей единственной основной жизненной задачей. И дальше по дороге я нашел сотку, валяющуюся на дороге. Подобрать ее было моей самой величайшей ошибкой. Я сделал то, чего не ожидал, просто вот как-то так. Также внизу валялась еще таинственная пятихатка, а вокруг нее мыло. И вот подобрать пятихатку было действительно настоящей ошибкой. Осознав безысходность всего бытия, которое предвещает ребенку, он плакал постоянно. И вот я увидел вдалеке магазин Лего, который, как ни странно, тоже работал в такое позднее время. Чтобы приобрести храбрость, вы забываете о своем последнем обещании и снова тянетесь в карман за тем единственным, что у вас осталось важного. Тише, тише, сейчас я немножко приободрюсь, это последний раз, обещаю. Вот уже... О, черт. И вот, купив в качестве поощрения за проведенное вместе время в магазине на все найденные по дороге сюда деньги Лего и заложив в залог за оставшуюся неоплаченную часть своей Rolex, мы наконец направляемся домой, милый дом. Черт побери, здесь все это время была дорога. Блин, я больше никогда не пойду пешком и не поеду на машине, так как она заглохла в лесу по навигатору. Господи, черт меня взял по этому навигатору. Лучше бы по дороге поехал. Это просто удручает. И на ум приходит только одна из немногих фраз из вашего любимого фильма, а именно: «Опасно это дело, Фродо, выходить за порог. Стоит ступить на дорогу, и если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет». Да, вот же действительно, словно находясь в этом фильме, Сэм несет гребаного Фродо, делая за него абсолютно всю работу, пока тот наслаждается своей прелестью в коконе на груди у Сэма. Ну и вот мы, в принципе, прибыли домой с этими коробками Лего, без надежды на светлое будущее. Надеюсь, хоть пожрать что дома найдется. Лифт, как всегда, не работал, поэтому пришлось идти пешком по лестнице на 9-й этаж. Наконец-то. Долгожданный отдых. Именно то, чего я и заслужил.
что ж, дорогие друзья, на этом мы, в принципе, заканчиваем видео, потому что без надежды на светлое будущее и без будильника я и так проснулся, ведь на работу теперь идти не надо, потому что груз не был доставлен. И все, что остается, это то единственное, что всегда радовало батю на протяжении всех лет жизни. Измазав всю жопу свою в говне, в каком-то красном, в каловых массах, он наслаждался напитком богов. Тут заходит жена и говорит: ну что ты пьешь, опять ты безработный, иди сделай хоть что-нибудь. На что я ей отвечаю ласково: на! Прямо в лицо. Да. А еще иди там убери. Бездельница. Ну так и коротаем вечера с батей. Я сижу в своей кроватке. И единственное, на что я надеюсь, что он ко мне не подойдет. Но не тут-то было. Ах ты мелкий говнюк, ты когда в школу пойдешь, а? Ну-ка вставай. Ну, пап, сейчас только начало августа, никакой школы. Да ты мудак, иди в школу, я тебе вон рюкзак собрал. Я тебе зачем купил учебники, а? Ты чё сказал про мою маму? А ну молчи, бля, быстро. Хуй с тобой, мелкое отродье. Пошел ты. Есть дела поважнее. Ой, опять глюканы, ну все, пора заканчивать пить.